Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Итак, вот я провязал 4-й ряд до конца, выполнил все наши 12 вот этих лепестков, выполнил последние 2 воздушные петли после лепестка. И теперь мы соединяемся с самым первым столбиком, который у нас был. Воздушные петли подъема после лепестка, у нас вот столбик самый первый. И мы в него можем соединиться не в воздушные петли подъема, а прям вот за сам столбик вот так цепляем нить и просто соединительной петлей соединяемся. Все, теперь приступаем к 5-му ряду. 1 воздушная петля подъема. И вокруг этого первого столбика, который у нас были воздушные петли подъема, вокруг него выполняем рельефный лицевой столбик без накида. Вот так цепляем вперед наш столбик, цепляем нить. У нас 2 петли на крючке и провязываем столбик без накида. У нас получился рельефный лицевой столбик без накида. Теперь сразу в следующую арку выполняем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь вокруг этого лепестка выполняем также рельефный лицевой столбик без накида. Вот так, прям наперед цепляем наш лепесток и провязываем столбик без накида. Опять в следующую арку выполняем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вокруг следующего столбика опять цепляем сам столбик, выполняем рельефный лицевой столбик без накида. Опять в арку 3 столбика без накида. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку выполняем по 3 столбика без накида. И вокруг каждого столбика и вокруг каждого лепестка выполняем рельефный лицевой столбик без накида. То есть у нас вот так получается. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, я провязал 5-й ряд до конца. Я выполнил вокруг каждого столбика и вокруг каждого лепестка рельефный лицевой столбик без накида. И в каждую арку у меня провязано по 3 столбика без накида. В последнюю арку вот я выполнил 3 столбика без накида, подошел к началу ряда. И теперь в наш самый первый рельефный лицевой столбик без накида, который у нас был, в него я соединяюсь соединительной петлей. Все, таким образом наш 5-й ряд завершен. И на этом этапе вы уже должны определиться, какой вид обвязки вы будете делать. Либо у вас будут мотивы квадратные. Вот у меня уже подготовлен просто образец. Я сейчас буду делать квадратный мотив и буду показывать, как его соединять. Либо вы можете выбрать вот такой вид обвязки, такой вид соединения. Тоже у меня здесь связан образец. И я потом уже покажу, как присоединять таким способом. То есть вы провязываете 5 рядов. Одинаково вяжется что квадратный, что круглый мотив. Провязываете 5 рядов и уже дальше, если вы выберете вязать круглые мотивы, то немножечко вперед тогда видео перемотаете, посмотрите, как соединять. Сейчас я буду показывать, как вязать квадратный мотив. Итак, приступаем к 6-му ряду, вяжем квадратный мотив. Нам нужно соединительными столбиками пробраться во 2-й столбик без накида, который у нас был в арке. Выполняем соединительный столбик в 1-й столбик, который был в арке, и теперь во 2-й. Теперь нам нужно провязать 5 подряд столбиков без накида. То есть в арке, которые 2, мы сейчас во 2-м и в 3-й. И здесь также у нас будет в 1-й и во 2-й. И 1 столбик у нас будет в рельефной лицевой. 1 воздушная петля подъема. В этот же столбик вяжем столбик без накида. В следующий столбик без накида. Теперь в рельефной лицевой столбик без накида. Дальше у нас, которые были в арке. 1-й и во 2-й. Всего у нас получается 5 столбиков без накида мы провязали. Теперь выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид на крючок. Выполняем столбик с 1 накидом в рельефный лицевой столбик, который у нас был в лепестке. То есть вот это все мы пропускаем. И в лепестке рельефный лицевой столбик без накида, в него выполняем столбик с 1 накидом. Теперь выполняем опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Выполняем столбик с 2 накидами в рельефный лицевой столбик, который был, где у нас столбик с 2 накидами. В него выполняем столбик с 2 накидами. Таким образом мы образуем угол. Теперь в зеркальном отображении
4 воздушные, раз, два, три, 4. И выполняем столбик с одним накидом в лепесток, в следующий. В столбик без накида рельефно-лицевой, который у нас был, в лепесток. Вот так. Теперь у нас идет опять 4 воздушные, раз, два, три, 4. Пропускаем вот этот наш столбик, то есть вот эти 3 столбика пропускаем, столбик с 2 накидами, и вот где у нас перед лепестком 3 столбика без накида, во второй столбик, у нас в арке 3 столбика было, первый пропускаем, и во второй вяжем столбик без накида, и нам нужно провязать 5 столбиков. Первый, второй, третий у нас получается в рельефно-лицевой, и еще 2. Раз, два. Все. Теперь у нас здесь то же самое. 4 воздушные. Раз, два, три, 4. И выполняем столбик с одним накидом в лепесток. То есть вот это все мы пропускаем. И в лепесток, в столбик без накида рельефно-лицевой, выполняем столбик с одним накидом. Далее опять 4 воздушные. Раз, два, три, 4. 2 накида. И в столбик с 2 накидами, вот здесь, который столбик без накида был, выполняем столбик с 2 накидами. Опять раз, два, три, 4. И столбик с одним накидом в лепесток. Опять 4 воздушные. Раз, два, три, 4. Пропускаем вот это все. И здесь во второй столбик из 3 перед лепестком столбик без накида. И нам нужно провязать 5 столбиков. Первый, второй, третий, 4 и 5. Все, далее у нас уже все здесь повторяется. Я думаю, тут все понятно. Теперь выполняем 4 воздушные, столбик с одним накидом в лепесток, 4 воздушные, столбик с 2 накидами в столбик с 2 накидами. Ну, точнее, это все вяжется в столбике без накида. Ну, так говорю, чтобы было понятнее. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, провязали 6-й ряд до конца. Выполнили последний наш вот этот угол. Тут по столбику с одним накидом. Это столбик с 2 накидами. И везде здесь по 4 воздушные петли. Также я в конце выполнил 4 воздушные. И теперь в самый первый столбик без накида мы соединяемся соединительной петлей. Все, таким образом наш 6-й ряд завершен. Теперь приступаем к 7-му ряду. Он у нас последний. Выполняем 1 воздушную петлю подъема. Здесь повторяем все наши вот эти столбики без накида, то есть 5 штук. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида, сюда же в этот же столбик. Далее еще 4 подряд у нас идет столбиков без накида. По столбику в каждый столбик. Теперь в следующую арку 4 воздушных петель выполняем 3 столбика без накида, пико из 3 воздушных петель, раз, два, три, 3 воздушные петли, и в вершину вот так столбика и 1 петлю столбика захватываем и соединяемся соединительной. У нас получается пико из 3 воздушных петель. И сюда же в эту же арку вяжем еще 3 столбика без накида. Далее в следующую арку перед углом у нас она, которая тоже 4 воздушные петли, в нее вяжем 3 столбика без накида, 1 полустолбик с накидом, накид, и в арку вяжем полустолбик, 3 петли сейчас, все вместе провязываем. Далее 3 столбика с 1 накидом сюда же в эту же арку, то есть 3 без накида, 1 полустолбик и 3 с накидом. Раз, два и 3 столбик с 1 накидом. Теперь выполняем 3 воздушные, раз, два,
3. И здесь у нас уже идет в зеркальном отображении. Сразу в следующую арку выполняем 3 столбика с одним накидом. Теперь полустолбик с накидом. И сюда же в эту же арку выполняем 3 столбика без накида. Вот такой у нас угол получился. Теперь в следующую арку выполняем 3 столбика без накида, пико 3 петель, 3 столбика без накида. Пико. Три столбика без накида. И здесь у нас 5 столбиков без накида идет, и в каждый мы вяжем также по одному столбику без накида в каждый столбик. Все, здесь уже в принципе у нас уже повторяется. Вот. Теперь в следующую арку мы вяжем. Вот у нас здесь в зеркальном идет. В следующую арку вяжем 3 столбика без накида, пико 3 петель, 3 столбика без накида. Теперь в следующую арку 3 столбика без накида, полустолбик, 3 столбика с накидом. На углу у нас 3 воздушные просто. И здесь вот у нас идет так. Все. Таким образом вяжем ряд до конца. Итак, вот, допустим, вы провязали свой самый первый мотив. Вот, например, вот он здесь. И теперь, когда вы уже практически связали свой второй мотив, нам нужно его начать присоединять к первому мотиву. Вот мы приступили к последнему, к 7-му ряду, провязали 5 столбиков, наше первое пико и дошли до самого первого угла. То есть выполнили 3 столбика без накида, полустолбик, 3 столбика с одним накидом. Теперь по рисунку у нас должно быть 3 воздушные петли здесь на углу. Мы вяжем по-другому. Выполняем одну воздушную, и теперь вот у нас кладем лицом, и вот так получается изнанка к изнанке. Здесь выполнили, у нас тут в этом месте должно быть 3 воздушные, но мы выполнили одну воздушную. И теперь в эту арку 3 воздушных петель нашего уголка другого мотива мы выполняем столбик без накида. Теперь одна воздушная, и уже вяжем наш вот этот мотив. То есть 3 столбика с одним накидом, полустолбик с одним накидом, сюда же в эту же арку. Все, как мы вяжем по рисунку наш ряд. И 3 столбика без накида сюда же в эту же арку. Раз, 2 и 3. Теперь у нас идет следующая арка, где у нас должно быть пико. Выполняем 3 столбика без накида. Выполняем. У нас должно быть пико, но мы вяжем одна воздушная петля. И в наше пико, вот показываю, мы дошли до пико, противоположный, который у нас мотив. Должны выполнить пико, но мы выполняем одна воздушная петля. И теперь с этим пико мы соединяемся соединительным столбиком. Не столбиком без накида, а соединительным. Теперь опять одна воздушная. И здесь мы уже соединяемся, как будто мы сделали пико. То есть в вершину столбика и одну петлю. И далее выполняем сюда же, в эту же арку, 3 столбика без накида. То есть вот что у нас получается.
Почему мы здесь соединились столбиком без накида, а здесь соединительной петлей? Ну, мне просто так показалось, так будет лучше. Потому что здесь пико, они прям такие длинные получаются. А здесь почему-то не так сильно вытягивается. И я решил оставить здесь соединительную, а здесь столбик без накида, чтобы подлиннее был уголок. Ну, вы смотрите по своей плотности вязания. Может быть, у вас везде можно будет соединительный делать и будет аккуратно смотреться. Дальше выполняем столбики без накида по столбику в каждый следующий столбик. Далее в следующую арку у нас идет 3 столбика пико, 3 столбика, 1, 2, 3 столбика без накида. Но вместо пико нам же нужно соединиться. Мы здесь также выполняем 1 воздушная, соединительная со следующим пико. Вот оно здесь. 1 воздушная, соединительная в пико, 1 воздушная, и здесь мы уже соединяемся, как будто мы сделали пико из 3 воздушных. То есть в вершину столбика и в одну петлю. И 3 столбика без накида сюда же. Теперь вот мы подошли к углу. Здесь мы также провязываем 3 столбика без накида, полустолбик, 3 столбика с одним накидом, выполняем 1 воздушную. И здесь, вот у нас здесь соединение идет. Но я здесь сразу показываю уже в более таком большом образце, потому что здесь сложнее, чтобы вам нагляднее было. Если у вас это будет просто первый мотив, вот, который вы связали, вы также сейчас просто в арку 3 воздушных петель соединитесь столбиком с одним накидом. А я сейчас соединюсь столбиком, с одним накидом я сказал, без накида. Сейчас соединюсь, вот я наизнанку переворачиваю, и вот прям в центр можно. Вставляем крючок и выполняем столбик без накида. Теперь 1 воздушная и выполняем дальше наш угол, то есть 3 столбика с одним накидом, полустолбик и 3 без накида. Вот еще раз вам показываю. Вот все. То есть здесь мы вот так соединились. Все, то есть эту сторону мы прикрепили. Теперь вот эту. Точно так же у нас сейчас идет арка, в которую мы должны вязать пико. Выполняем 3 без накида. Вместо пико 3 воздушных петель выполняем 1 воздушная. И вот в пико следующего нашего мотива соединяемся соединительной петлей. Опять 1 воздушная. И здесь мы соединяемся, как будто мы делали пико. И теперь 3 столбика без накида сюда же. Теперь у нас идет 5 столбиков без накида подряд, по одному в каждый столбик. Здесь у нас идет в арку наши 3 столбика без накида, пико, который мы вяжем 1 воздушная, и с нашим пико другого мотива мы соединяемся соединительной, 1 воздушная, соединительная в вершину столбика, 3 без накида. Затем у нас
следующую арку, где угол 3 без накида, полустолбик, 3 с накидом. Вместо в этом месте арки 3 воздушных петель выполняем 1 воздушная и с нашим углом другого мотива соединяемся просто столбиком без накида. Теперь 1 воздушная и вывязываем наш угол. Все как обычно. Все, я здесь сейчас провяжу уже дальше. Все, то есть вот, допустим, вы связали один самый первый мотив, связали второй, соединились столбиком без накида, 1 воздушная, столбик без накида, соединились в арку 3 петель, 1 воздушная и пошли наш угол вывязывать. Здесь соединились с пико, вместо пико мы провязываем 1 воздушная, соединительная петля, 1 воздушная и соединяемся, как будто мы закрыли пико. С этой стороны также. И здесь столбиком без 1 воздушная, столбик без накида в наш лепесточек здесь в углу, опять 1 воздушная и просто дальше довязываем до конца наш мотив. Итак, вот мы провязали наш мотив до конца, и теперь я здесь просто в самый первый столбик без накида, я выполнил последние 3 столбика пико, 3 столбика, и в самый первый столбик соединяемся соединительной петлей. Здесь я нашу нить вот так обрезаю, совсем маленький вот здесь кусочек оставляю и вот так крючком ее вытягиваю. Все. И затем в следующий столбик я вставляю, вот, я вытянул нить, точнее не в следующий столбик, а через один я вставляю крючок, цепляю эту нить, вытаскиваю. Теперь я эту нить обратно вставляю туда, откуда она выходит, из той петли. Я вот так снизу крючком поддеваю, ее вставляю. То есть я крючок вставляю, вот нить выходит из петли, я крючок вставляю не сверху, а наоборот снизу. И теперь в эту петлю эту нить протягиваю. То есть из которой он выходит, хвостик этот, я его туда же и засуну. То есть по рисунку у нас также идет косичка, то есть не видно соединения. Ну, в таком изделии оно и не будет его видно, хоть как там завяжи. Все, теперь этот хвостик я просто крючок вставляю сзади наперед, назад протягиваю нашу нить. Все, здесь ничего не видно. А здесь вы куда-нибудь его там вставляете под какие-нибудь петли. И вот моя нить состоит из 2 тонких ниточек. Я ее раздербаниваю и одну половинку оставляю, а вторую половинку я вытягиваю в другую сторону. Все. И теперь я сейчас вот эти 2 ниточки просто на 2 узла завяжу. Все. И теперь обрезаю. Все. Вот так вяжется квадратный мотив. Ну и также я хочу вам напомнить, что мне очень любопытно знать, что же у вас получается по моим мастер-классам. Выкладывайте свои работы в Инстаграм с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и делаю скриншоты, которые показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Инстаграм. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого.